Информация от немецких СМИ, что Трамп хочет сначала встретиться с Зеленским, а уже потом с лидерами Европы после тет-а-тет формата с украинским президентом. И также напомню, что уже мы видели, что прибыл генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц. Пока что еще президента Франции Эммануэля Макрона не видели, но обязательно вам об этом сообщим. И президент Финляндии Александр Стуб тоже прибыл, и еще не видели премьер-министра Италии Джорджа Мелони, но обязательно вам покажем. Несколько мгновений продолжим эфир на телеканале Freedom. Будем обсуждать встречу в Вашингтоне. Люди – главная ценность Украины. Желание сделать мир лучше, наличие новаторских идей, дальновидные взгляды – вот он, рецепт настоящего изобретателя. Академик Виктор Глушков стал легендой еще при жизни. Созданные Глушковым электронно-вычислительные машины «Киев» и «Днепр» стали практически предшественниками персональных компьютеров. В 1997 году Международное компьютерное сообщество присудило Виктору Глушкову медаль «Пионер компьютерной техники». Николай Колбун – разработчик инновационного медицинского направления и технологии, а именно информационно-волновой терапии. Эта технология используется во многих направлениях медицины. Работами Колбуна в свое время заинтересовался Билл Гейтс. Он предложил биофизику и изобретателю 5 грантов для развития этой технологии. Украина – талантливая и трудолюбивая. И мы продолжаем прямой эфир на телеканале Freedom. В студии для вас работают Наталья Сопит и Екатерина Вишневская. Вместе с вами следим за тем, что происходит в Вашингтоне. Напомню, там уже практически все, наверное, собрались. А кто должен быть на этой встрече? Уже есть и Макрон, и президент Франции, и премьер-министр Италии Мелони тоже уже прибыла. Да, уже, то есть, да, с минуты на минуту. Саммит. С минуты на минуту уже начнется эта встреча. Конечно же, мы за этим всем внимательно следим. Ну и в целом в этом часе говорить мы будем о таком. Встреча президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом должна начаться с минуты на минуту. Ожидания и прогнозы обсудим. РФ продолжает террор Украины. Возможно ли мирное соглашение после саммита Трампа и Путина на Аляске? От Киева ждут встречных предложений по мирному соглашению, заявил посол США при НАТО Мэтью Уиттакер в эфире Fox News. Он сказал, что Белый дом рассчитывает получить от украинской стороны предложение в ответ на позицию, озвученную Россией во время переговоров на Аляске. Уиттакер убежден, что именно президент США Дональд Трамп сейчас выступает посредником в диалоге между Киевом и Москвой. По словам дипломата, он уже смог посадить стороны за стол переговоров, однако следующий этап зависит от их готовности достичь соглашения. Со стремлением закончить войну России против Украины прочным и справедливым миром прибыл в Вашингтон премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что эта война повлияла на украинцев, которые сильно пострадали, но повлияла она также и на Европу. Именно поэтому, убежден Стармер, на сегодняшних переговорах с участием Трампа и Зеленского очень важно сделать все правильно. Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом. Об этом президент Украины сообщил в Телеграм. Он также заявил, что сейчас основная цель – надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех встреч дала именно такой результат, добавил Зеленский. И продолжим наш разговор с нашим гостем. Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», присоединяется к нашему эфиру. Богдан, приветствуем вас на Freedom. Здравствуйте. Так. Богдан, слышите ли нас? Да,
Да, я вас слышу. Так, да, мы вас тоже слышим прекрасно. Тогда продолжаем обсуждать то, что сегодня будет происходить в Вашингтоне. Уже буквально остаются считанные минуты до начала встречи. Уже все собрались в Белом доме. Ваши прогнозы, ваши ожидания, что там может сегодня произойти, какие темы обсуждаться будут, может, так плюс-минус все, конечно же, понимаем. В целом, чего ждать? Стоит ли ждать сегодня какого-то прорыва, какого-то, я не знаю, каких-то новостей, которые сдвинут с мертвой точки, по сути, да, то, что сейчас происходит, потому что каких-то существенных сдвигов, существенных каких-то решений мы вот что-то сегодня видим и не видим. Смотрите, консолидация усилий Европы и президента Зеленского при, скажем так, дипломатических контактах с администрацией США и конкретно с Дональдом Трампом сфокусирована на том, чтобы донести позицию Украины. Мы видели соответствующее заявление, что украинскую землю русским никто отдавать не будет, легитимизировать оккупацию, легитимизировать российскую агрессию, российскую аннексию никто не будет. Поэтому результат, на самом деле, сегодняшней встречи зависит от того, насколько президент Трамп слетает с позиции президента Зеленского, соответственно, Украины и европейских лидеров. В данном контексте надо понимать, что Трамп достаточно лояльно реагировал на предложение российской стороны, но это все же не привело ни к каким результатам, потому что без Украины никакие вопросы касаемо ни прекращения огня, ни конкретного мирного соглашения не будут учтены. Позиция Украины здесь четкая. У Украины есть определенные красные линии. Это никаких ограничений для армии, никакой легитимизации оккупации и, соответственно, никаких территориальных уступок с территорией, которые мы контролируем. Возможно, заморозка на нынешней линии огня, на что Украина, в принципе, готова пойти, но ничего радикальнее этого, соответственно, украинская сторона принять не может, потому что любые другие решения будут антиконституционными, и ни одна власть на такое никогда бы не пошла, украинская, соответственно. То есть все сегодня зависит от того, насколько президент Трамп понимает российские цели, понимает, что российские цели невыполнимы и непринятны в здравом уме никакой властью украинской. Европейские партнеры тоже не примут предложение Российской Федерации, которое она выдвигает, потому что Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала, что она недоговороспособна, мира она не хочет дальше воевать, наращивать свой военно-промышленный комплекс, стягивать новые части к линии фронта для того, чтобы продолжать наступление. И по факту для Путина, террористического лидера Российской Федерации, все эти переговоры, все эти встречи, они нужны для затягивания времени. Вот от того, насколько Дональд Трамп это понимает, и зависит результат сегодняшней встречи по большинству своему. Потому что позиция как Украины, так и Европы, она остается прежней, непоколебимой, и никуда она не денется. Также хотелось бы понимать, все-таки мы услышали только что уже новую позицию США, что услышать хотят Украину, ее позиция, ответ, скажем так, на те предложения, которые, я замечу, не озвучивалось после встречи на Аляске Трампа и Путина, поэтапно, да, по пунктам, а что хотят, опять-таки, россияне. В разных СМИ разные предположения были от источников и так далее, в Белом доме, в Кремле, и как-то они все разнились. Поэтому пока что, мы так понимаем, это хотят в закрытую показать Украине, и Украина должна вот с европейскими лидерами озвучить ответ на это. Потому что уже началось тоже разноситься по иностранным СМИ, мол, вот сейчас приехала делегация с Европы, и будет просто ультиматум. Вот, видите, что хотят, соглашайтесь. И тоже об этом написал Дональд Трамп в Truth Social, в своей соцсети, о том, что рекомендует Зеленскому, чтобы прекратить войну, согласиться на условия России. Но видим, что хотят сейчас услышать. Как вы видите, вот эта позиция, насколько действительно будут сравнивать позиции двух сторон? Смотрите, тут позиция Российской Федерации, как я считаю, и в чем я не сомневаюсь никак, не изменилась. Российская Федерация не отказалась от своих целей, которые они установили при начале этой агрессивной войны. Вообще глобальные их цели – это полная оккупация Украины, уничтожение украинской государственности как таковой, уничтожение украинской культуры, языка украинской нации в целом. Но, скажем так, цель минимум на этот этап агрессии, я думаю, он не последний. Если мы сейчас не установим стабильный мир с гарантиями безопасности, то есть если соглашение будет плохим, некачественным, без гарантии безопасности для Украины, это на самом деле откроет ворота Российской Федерации для повторной агрессии, как только она поднакопит ресурсы в резерве. Поэтому цель украинской стороны сейчас – установить такую сделку, которая поможет гарантировать нашу безопасность на годы и на десятки лет, чтобы иностранные войска, соответственно,
впрягались в конфликт на стороне Украины в случае любой повторной российской агрессии. И только тогда Российская Федерация 10 раз подумает перед тем, как напасть снова. То есть гарантии безопасности должны быть серьезными. Нынешняя российская позиция, вернусь к этому плану минимум, так скажем, на этот этап войны, это оккупация Донбасса, это сохранение оккупации частей Запорожской и Херсонской областей, которые они сейчас оккупировали. Это, понятное дело, контроль над Крымом. Ну и на самом деле это создание плацдарма для следующей агрессии, в случае, если Украина не получит достаточных гарантий безопасности, а с Российской Федерацией будут сняты санкции, и им дадут возможность технологически перевооружить свою армию. Поэтому я сомневаюсь, что украинская сторона сможет хоть как-то даже пойти на компромисс с российской. Потому что снова-таки Российская Федерация прекращения войны не хочет, и именно поэтому они заявляют максималистические свои цели в переговорном процессе для того, чтобы затянуть время, для того, чтобы Украина не пошла на эти условия, потому что они являются для Украины антиконституционными и разрушительными в долгосрочной перспективе, и, соответственно, заставить президента Трампа, президента Зеленского оставить их без возможности решить эту ситуацию и продолжить воевать. Только в этом случае Российская Федерация выиграет. Любое завершение войны с надежными гарантиями безопасности для Украины и без возможности повторного вторжения для Российской Федерации – это для нее огромный провал. Богдан, и в целом, да, продолжая вот эту всю тему, мы видим, что, в принципе, там какие-то идут переговоры, да, предварительные какие-то тоже, обсуждения и встречи, и тоже были какие-то уже новости о том, что и Зеленский с Келлогом встречался, и что Трамп хотел поговорить с президентом Зеленским до того, как состоится уже такая более масштабная, да, в широком составе встреча. Вот эти вот предварительные все договоренности, все предварительные обсуждения, насколько это тоже важно? То есть насколько мы сейчас можем говорить, да, что сверены часы у всех участников этих консультаций? Ну, часы могут быть сверены еще даже до прибытия делегации. На самом деле какие-то позиции присылала и наша сторона, и американская сторона. Но на самом деле самые серьезные решения будут приняты на встрече президента Зеленского с президентом Трампом. Европейские лидеры, которые встретятся с Трампом после встречи с президентом Зеленским, будут хорошим подкреплением позиции президента Украины, поскольку позиции с европейцами у нас совпадают. Они проговаривались до этого на встречах между президентом Зеленским и европейскими лидерами. И, соответственно, фактически до Трампа будут доносить позицию Украины сразу несколько сторон. Также хороша встреча с Келлогом, президента Зеленского, перед встречей с Трампом. Поскольку, насколько мы знаем, Келлог – это именно автор концепции мира через силу, который поддерживает максимальную поддержку военную Украине, и тот человек, который как раз в администрации Трампа фактически является голосом Украины в некоторых моментах и доносит позицию нашей стороны, позицию европейских партнеров, которую он тоже утверждал, ездил много раз с визитами в разные европейские страны и как раз обсуждал, на что Европа готова пойти, на какие возможны уступки или, наоборот, не уступки. Соответственно, у нас будет местным козырей в переговорном процессе с президентом Трампом, точнее, конкретно у президента Зеленского будут эти козыри, и все эти козыри как раз и могут повлиять где-то на исход переговоров. Ну и сегодня один из важных фактов, мы поймем, насколько Европа существует как геополитический субъект. Континентальная Европа, я имею в виду, и все лидеры стран Британии, Франции, Германии. Вот именно сегодня мы увидим, какой вес они имеют при влиянии на президента Трампа и его позицию по поводу этой войны. Потому что если позиция Украины и Европы будет принята Трампом, то стоит ожидать санкционного давления на Российскую Федерацию. Если Трамп как раз, опять же таки, примет нашу позицию и поймет, что президент Российской Федерации пытается затягивать войну, на то, что Путин делает все встречи, опять же, для затягивания времени, накопления резервов и продолжения войны, поскольку Путин верит, свято верит, что у него будут успехи, если он будет продолжать войну, и Путин не до конца понимает, в какой ситуации находится его армия и его экономика, поскольку ему, опять же таки, его генералы, его помощники, его министры, они доносят ему абсолютно фиктивную информацию, боясь попасть под репрессии разозлившегося диктатора. Да, Богдан, соответственно, все будет зависеть... Богдан,
Прошу прощения, да, что перебиваю. Вот мы видим, что уже президент Зеленский в Белом доме, вот он рядом с Дональдом Трампом стоит, только что буквально вышел из машины. Вот уже буквально 20:15, четко по регламенту начинается встреча президентов, проходят оба лидера государства в Белый дом. Ну что ж, будем ждать новостей. Видим, вот уже, собственно говоря, все уже на месте, и встреча начинается. Да, и по всей видимости, все-таки, как и предполагалось, как и писали СМИ, вот Маркарова пошла, ну и, видим, украинская делегация следом, но и как и предполагалось, что президенты сначала тет-а-тет пообщаются, а уже потом будут присутствовать и европейские лидеры. Да, ну, Богдан, мы будем и далее продолжать транслировать эту встречу. И хотелось бы вот что отметить. Это касательно, опять-таки, возвращаюсь к той теме касательно разночтения или тут какие-то издержки перевода не те. Смотрите, напомним, что Уитков вчера заявлял, что одна из уступок, которые Трамп якобы добился от Путина на переговорах в Аляске, это размещение гарантий безопасности от США по принципу статьи 5, да, но вне НАТО. Также коалиция желающих сразу же заявили, мы готовы, как только прекращаются боевые действия, направить свой контингент, и это будут инспекторы, значит, и специалисты технические и так далее. Ну, то есть это не солдаты войска, да, которые будут сейчас воевать там с кем-то, а сугубо по необходимости того, что будет происходить на линии условное разграничение. Ну вот, тем временем Захарова, да, значит, заявила в очередной раз, что Российская Федерация не приемлет никаких иностранных войск на территории Украины. Вот, значит, спикер МИД Российской Федерации. Ну, вы правы, да, ничего нового как бы не заявилось, они идут все по той дорожке. Здесь что больше? Обманываться ли рад? А если, получается, это Украине сейчас скажет, да, вот там согласны вот такие уступки, размещение войск, там, в ключе гарантии безопасности. Украина говорит, да, а тут Россия, а вы о чем? Как это будет выглядеть? Принуждение Российской Федерации предусмотрено после вот таких непониманий, разногласий, которые от Виткофа, как мы видим, не в первый раз звучат? Ну, смотрите, все зависит от того, кто разозлит Трампа на самом деле. Трамп давит на того, кто ему неудобен в процессе и кто, по его мнению, затягивает сделку, которую он так хочет, которая ему так нужна. Трампу нужен быстрый мир, на самом деле, ему не настолько нужен эффективный мир, как быстрый. Все понимаем цели Трампа, понимаем, что он хочет Нобелевскую премию мира, хочет войти в историю. Это его последний период на президентской должности, соответственно, он хочет просто уже отпечататься, скажем так, в учебниках истории для следующих поколений. И Трамп такого типажа политик, что для него его личностные амбиции часто становятся даже вразрез с национальным интересом и важнее национального интереса. Поэтому тут вот опять же подчеркну, кто будет менее удобным Трампу, тот и попадет под горячую руку. И если будет договорено о размещении какой-то миротворческой миссии под любым мандатом, главное, чтобы он был четко обозначен, потому что иначе бесполезна эта миссия будет, честно говоря, без мандата. Но, опять же, если будет четко обозначенная миротворческая миссия, туда будут входить войска разных стран, это будут миротворцы, опять же. Если это будет под мандатом ООН, то без решения Российской Федерации это не проедет. Если это будет под мандатом Европейского Союза, то, опять же, это не иностранные войска, это миротворческая миссия. Если в таком случае потом Российская Федерация заявит, что «ой, а мы так не хотели», то реакция президента Трампа, я уверен, будет соответствующая. Будут и санкции, будет продолжаться давление, потому что если Путин и Российская Федерация будут саботировать заключение мирной сделки, которую так Трамп хочет, естественно, давление на эту сторону и будет усилено. А они очень этого боятся, потому что как раз дипломатический процесс завязался именно из-за того, что Трамп пригласил надавить вторичными санкциями партнеров Российской Федерации, которые покупают их нефть и газ, в основном это Китай и Индия, а от этих партнеров российская экономика в большинстве своем и зависит. То есть почти все внешние получения Российской Федерации – это нефть и газодоллары, которые идут с Индии, Китая. К сожалению, со стран Европейского Союза частично до сих пор идут, допустим, скрапленный газ Европейский Союз покупает. Но Европейский Союз до 2027 года полностью избавится от этой зависимости. А вот Китай и Индия – это те, на кого Трамп может надавить, и потом они, как старшие партнеры в этом нефтегазовом бизнесе, придут к Путину и скажут, что как бы надо все это сворачивать, соглашайся на любые условия,
только закончи и сними с нас санкции. И Путин этого очень сильно боится. Богдан, простите, что опять перебиваю вас. Хочу обратить просто внимание на то, что вот уже президенты прошли в комнату для переговоров. Вот уже мы видим, Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свое общение, начали свою встречу. То есть уже да, видим, что достаточно доброжелательно начинается эта встреча. И мы, конечно же, следим за всеми новостями, что, собственно говоря, происходит в Белом доме. Все заявления мы, конечно же, оттуда послушаем. Речь идет о Да, это, кстати, тот нарратив, который в Европе сейчас и в Америке очень хорошо понимают. Список передал, скорее всего. Yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format that after our meeting we can have leaders who are around us, UK and France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO, I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks to them and thank you very much for invitation. Thank you very much for being here. President Trump. Do you think it's fair? Yes, Peter, go ahead. Thank you, President Trump. So, President Zelensky. Вот такая встреча, да, Богдан, ну, достаточно доброжелательно мы видим, она началась, и во время того, как Владимир Зеленский вышел из автомобиля, Дональд Трамп его встретил, провел, и вот мы сейчас видим, президенты пожали друг другу руки, но, к сожалению, да, у нас уже практически наше время исчерпалось, но все-таки попрошу вас коротко прокомментировать начало этих консультаций. Ну, смотрите, позитивное настроение Дональда Трампа уже играет нам на руку, это очень важно, потому что политика, опять же, эмоциональная, и многие решения поднимаются на эмоциях, не всегда до конца взвешенные. Но это очень сильно сыграет нам на руку, поскольку Дональд Трамп сегодня в хорошем расположении к президенту Зеленскому, соответственно, к европейским союзникам, и мы можем надеяться на какие-то, может быть, не прям решающие, но определенные дипломатические небольшие прорывы, которые помогут сместить позицию Трампа снова в вектор давления на Российскую Федерацию, указать четко Дональду Трампу, кто тут агрессор, и тут украденные дети в этом плане тоже играют. Ну, как бы цинично это ни звучало, но это козырь для нас в переговорах, потому что это очередной повод продемонстрировать цивилизованному миру, что Российская Федерация – это единственная страна, которая ответственна за эту агрессию, это единственная страна, которая не хочет мира, которая хочет продолжать террор против гражданского населения и уничтожение нашей нации. И сегодня Дональд Трамп это услышит не только от президента Зеленского, а и от всех лидеров Европы, которые единым кулаком будут продвигать позицию Украины. Целостной, независимой, и Украины, которая победит в этой войне. Большое спасибо, да, за то, что к нам присоединились. Такой, да, волнующий, ответственный момент. Все, конечно, ждем новостей из Вашингтона, следим за встречей. Вот уже в поле окне обращу еще раз внимание. Можно наблюдать за прямой трансляцией из Белого дома. Богдан, вам большое спасибо за то, что находите время к нам присоединяться. Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», с нами был на прямой связи. Но, да, у нас короткая пауза. Что мы успели услышать, то мы поняли, что Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия по окончанию войны. И тезисно будем также давать. Мы видим, что журналисты расспрашивают, еще задают вопросы, и тезисно будем вам также давать информацию. Следим, продолжаем следить. Мы за встречей в Вашингтоне. Эфир продолжим буквально через мгновение. Оставайтесь с нами, впереди как раз самое интересное.